Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я руководитель Академии регенеративной медицины, профессор, академик комплементарной медицины. Пишу книги о здоровью как можно простыми и доступными методами человеку поддерживать свое здоровье. И также пишу фильмы о том, как выздоравливать от неизлечимых заболеваний, и также практикой по лечению, исцелению заболеваний, которые медицина считает неизлечимыми. И сейчас у меня в гостях один из моих пациентов. Сегодня у него юбилей. Он 10 лет назад заново родился. Ему 41 год, но 10 лет назад ему врачи сказали, что ему осталось жить только 2 месяца максимально. И невзирая на его диагноз, он хотел жить, это первое. Он искал возможность по всему миру и обратился ко мне. Скажи, к кому ты обращался? Ну, да, клиники, которые по всей России, которые я обошел, где были бесполезные лечения, то есть не было метода к этому лечению. Сказать, что на сегодняшний день не существует такой технологии, которой можно лечить такую болезнь. Та болезнь, которая поставит диагноз дисфенила миопатия, который не лечится, но в моем случае он сильно прогрессировал, очень сильно. И даже не в Израиле, Ни в Америке, ни в России никто не брал сюда. Прага. Стволовые Да, клетки, хотел существовал клип, которые ну, уже, которые тоже уже были готовы, в принципе, и потому что не было надежды уже ехать в Прагу, делать свою клиткой без никаких гарантий ну, абсолютно. да. И на что мы как-то попали к вам, на ваши видеорекламе, ролики, на фильмы. Связываясь с вами, я помню до сих пор, несмотря что прошло 10 лет, вы мне сказали, ну что, нигде не сказали, не можем лечить? Я говорю, да, нигде. Ну, приезжай, я тебя вылечу. Ну что, вот я приехал, и результат Не есть. обманул. Видишь, э, я признаюсь честно, что я тебя не обманул, но на тот момент, когда ты приехал ко мне, я это заболевание никому не лечил до Мгм. тебя. Я искал много пациентов с таким же заболеванием, ну, с похожими заболеваниями, много пациентов искал. Доказать правоту того, что я делаю, доказать то, что это все реально и излечимо, согласно моей методике, потому что у меня были еще хуже пациенты с другими заболеваниями, поэтому я легко сказал, что это лечится, потому что были у меня хуже, но с такими диагнозами не было. И я тебе сказал, приезжай, вот не обманул, ты живой, 10 лет прошло, э, ты прошел всего лишь, это тоже уникально, потому что ты прошел всего лишь 2 курса по 37 дней. Если у меня есть пациенты, которые лечили, например, рак поджелудочной железы и лечили 3 года, и около 10 раз были, то в твоей ситуации это фантастический результат, который даже повторить трудно будет кому-то, потому что ну, огромная сила воли, желание жить и ну, много э, составляющих помогли тебе быстро стать на ноги. Его этапом выздоровления, я очень часто их привожу в пример, на 7-й день он начал становиться на ноги, на 20-й день он проходил несколько шагов, опираясь за инвалидную коляску сзади. На 30-й день он проходил без поддержки, без ничего, 5 метров падал, а на 37-й день он отважился уехать домой, в Дагестан, из Польши, 3400 километров, сам за рулем, когда
он приехал в таком состоянии, что уже несколько месяцев лежал и даже пальцами ног не шевелил. Вот, и стоять на ногах, он даже опираться на ноги он не мог. Поэтому такой фантастический результат. Скажу даже вам еще один секрет, который раньше я не говорил. Где-то, ну, на 25-й, возможно, день, на 25-й, 30-й, не знаю, где-то так, когда ты уже мог стоять, мог уже что-то ну, двигаться, можно сказать, уже самостоятельно. Он подъехал к своей машине, э, пересел на инвалидное кресло. Ходить он еще толком не мог вообще, так, ну, только опираясь, передвигался, пересовывался еще тогда, я бы так назвал. Вот. И сел за руль своей машины и уехал. Это было где-то в часов 4 дня в субботу. И в воскресенье он приехал только около 12 часов дня. Но это еще мелочи. Он уехал, не имея возможности выйти из машины. То есть он еще не мог самостоятельно не ходить, ничего. Он не взял с собой ни документы, ни деньги, ни телефона, ничего. Мы подняли на ноги все морги, все участки полиции во всем округе. Его там не нашли. И когда я находился в полиции, мы все это выясняли. Мне позвонили, сказали, приехал наконец-то. Вот. И я честно признаю, что я был очень злой. Приезжаю и спрашиваю, куда ты ездил и почему ты не отвечал и все такое. А он говорит, а я просто катался по городу, по лесу, по природе. Я понял, что я буду жить, и для меня это было просто вот, ну, как шаг в новую жизнь. Я, честно сказать, ну, трудно нам понять все это дело, когда он где-то ездит, а мы все не выходим с полиции, с моргов, все обзваниваем целую ночь и целый день, а он просто вот катался. Да. Ну, однако, к счастью, бензин не кончился, к счастью, его не арестовали, но арестовали быстрее бы нашли. Так было. Да. Да. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Когда человек понимает цену жизни, он совсем по-другому относится к самой жизни, к тем проблемам, которые у него со здоровьем. И вот эти фильмы мы сделали тогда, когда он болел, несколько отрывков его выздоровления. Я в то время записывал этапы у некоторых при заболеваниях, которые приезжали. Мне интересно было процесс выздоровления, и вот с ним записал. Потом мы встретились вот через 5 лет в Евпатории, в Крыму. И сейчас вот минуло уже 10 лет, как человек выздоровел. Я бы сказал, не просто выздоровел, а заново родился, потому что это фактически ну, 10 лет новой жизни, когда он фактически простился уже. Ты когда ехал, насколько я так понимаю, ехал даже в Польшу, ты, наверное, с родными уже и простился, да? Я на самом деле не простился. Но ну, в душе думал, Было да, как такое бы, вот состояние, вдруг вернусь, а вдруг я не вернусь уже такое. У меня были пациенты, которые приезжали, я отправлял вообще домой, не видел уже даже возможности, просто пока визы открывали, пока ну, месяцы длились, а некоторые даже не доживали до того момента, когда открыли эту визу, билеты пока и все. м, Я просто не знаю, как это получилось. Он буквально за несколько дней ты открыл визу. ну, я в течение недели уже был у вас. Да, ты позвонил, и в течение недели ты приехал. Просто для меня даже это было шокирующе. Некоторые по 3 месяца ждали. Мне сделали всё очень быстро, везде отправили через Москву. Ну, было очень все быстро. Ну, поэтому я удивился, что ты приехал, и вот живой, здоровый, и еще вот сам процесс выздоровления и этапы,
когда он приехал, идет такой, ну, такой результат, фантастический результат. Я ему говорю, вот 30 дней прошло, ну, на 30-дневный курс он приехал первоначально, и такой результат идет, я говорю, выехать преступление, потому что нельзя. Я за свой счет, я говорю, тебя оставляю, насколько ты хочешь. Вот. Но его желание выдержало только еще 7 дней. И он уехал, потому что у него жена была беременная, и он хотел, ну, к семье, соскучился просто. Говорит, я потом сразу же приеду, ну, через пару месяцев он приехал, но как только он выехал, вот этот прогресс, который был, тот результат, он фактически остановился на том результате, который достигли мы вот в самой клинике, можно сказать. Далее он приезжает опять на 30 дней, опять я оставляю, насколько только сможешь, опять 37 дней, вот как обрезает, все, я уеду, потом приеду. И до сегодняшнего дня он еще ни разу не приехал. Хотя мы встречались и в Крыму, хотя вот он сейчас приехал сюда. Вот. Но, что интересно, за 10 лет прошедших его состояние здоровья не ухудшилось, не улучшилось. Вот фактически оно осталось таким, как было. На тот момент, он когда уезжал, у него еще не работала хорошо стопа, несколько пальцев на ноге не работало, вторая стопа очень тоже слабенькая была. И вот невозможно это объяснить. Вроде бы человек даже пытался что-то делать дома, похожее. Невозможно объяснить. Вот идет процесс, почему дальше само по себе не восстанавливается. Нет, есть, видно, процедуры, которые в комплексе дают эффект выздоровления и восстановления вот всех этих функций. Что самое главное в нашей методике? Это основной вопрос, который задают большинство, и все фактически, и ты даже задавал. Когда приехал, ты уже не помнишь. А что тут главное? Вот типа вот я вот это вот Я помню, буду делать, я помню. точно это буду делать, а вот остальное уже буду выбирать. Ты задавал и все почти. Но самое главное в этой методике это то, что она комплексная. И оттуда что-то убрать или добавить не имеет уже большого значения. И это не работает. То есть вот то, что я создал много лет назад, и оно работает, и оно дает эффект. Что мы не пробовали добавить, что мы не пробовали убрать. Убираем что-то, не работает, добавляем что-то. Ну, в лучшем случае то же самое. Понимаешь? Я теоретик, практик, разработчик многих метод, которые сами по себе или новые, или доработанные, которые использовались ранее. Но много чего перепробовал, и что самое интересное, я вернулся все равно на то, что было разработано первоначально. Кто-то руководил, наверное, тем процессом, который я запустил, и те методы, которые я использую, они очень простые. Это обычные методы, которые используются в салонах СПА. Это те методы, которые используются в любых санаториях. Фактически это или санаторно-курортное лечение, или СПА оздоровление, но с одним условием, когда человек приходит в санаторий или когда он приезжает в салон СПА, он берет список услуг. Вот это мне хочу, массаж лица, вот это вот мне там массажик чего-нибудь, вот это вот клизма, не, обливание холодной водой, не, что вы, вот это, не, вот этот массаж, ну попробуй, не, никогда в жизни. И вот, когда я даже обучаю своих работников, будущих, можно сказать, обучаю тем методам, которые нужно делать, массажи, даже там обливание ледяной водой. Каждый человек, который работает, он должен сам на себе попробовать, а потом только предлагать. Он сам должен перебороть свой страх. И вот не так давно одна женщина говорит: Александр Валентинович, я
понимаю, что когда человек приходит с последней надеждой, когда ему просто уже терять нечего, он не боится этих процедур, он просто уже готов ко всему, что только ему дают. Поэтому он это все проходит. А я говорю, боюсь, например, обливаться ледяной водой, я боюсь там делать массаж, он болит мне. Ну, много моментов, которые мне это не нравится, я этого не хочу делать. Я говорю, ну, понятно, что не хочешь, но тебе еще, как говорят в народе, петух не клюнул, поэтому и ты можешь выбирать, можешь хотеть, можешь не хотеть, можешь бояться. А, э, вот Файзула, он тоже поначалу не хотел, боялся, ну, однако, вот, вы потом посмотрите еще отрывочек, мы там пустим, как мы около 5 минут стоим на морозе, там 36 градусов мороза. Я его не заставлял, я просто разделся перед этим за пару дней при -38, он посмотрел, и ему захотелось. Но самое интересное, что у него еще 10 лет назад была заложена функция регулирования температуры тела. Он обливался ледяной водой, там, он ходил в сауну, и вот эта функция, она работает. Вы даже не представляете, я был на Доминикане, и там люди мерзнут. Я не думал, что у них есть зимняя одежда, зимние шапки. Я не думал, что вообще у них холодное есть время года. У них, согласно прогнозу и истории Доминиканской Республики, там никогда не было ни снега, ни, ни града, ни мороза. У них температура 30 градусов плюс-минус 5 круглый год. И вот это плюс-минус 5 очень тяжело дается людям тем, что оно не регулирует, организм не перестает регулировать температуру тела. При падении температуры меньше, ниже 24 градусов, например, 20 градусов, они даже не выходят на работу. Можете представить. Если в России не выходят там -50, -60, не выходят на работу, или -40, то у них от 24 и ниже уже не выходят. И я думал, это сказки. Нет. Реально люди ходят в такой одежде зимней. Я думал, никогда ничего у них подобного нету. У нас вязаные шапки в 3 раза тоньше, чем у них на Доминикане. Вот такая вот интересная история. Ну, и хотел бы еще отметить, вот немаловажный момент. Очень много людей звонило мне и просили номер телефона Файзулы для того, чтобы связаться с ним. И что они хотели в основном? Ну-ка скажи. Ну, в основном спрашивали, в первую очередь, разумеется, сколько это стоит. Это их в первую очередь волнует. Не здорово. Первый вопрос, да? Да, это не здорово, а волнует, сколько это стоит. Да. И И второй. второй вопрос, каждого второго, вы дадите мне гарантию? Я кто вам гарантию давать? Когда я звонил, я гарантию не просил человека. Я не спрашивал, сколько это стоит, и вы поможете мне или нет. Я дозвонился до вас, вы мне сказали, приезжайте, я приехал, и вот результаты. А то, что у меня требуют, а некоторые вообще там, знаете, даже матом, который мне покрывали. Вот вам хорошо, вы не хотите помочь. А чем я могу помочь вам? Чем я могу помочь? Ну, и почему И ты гарантии не ну, дашь, это да? даже не главное, а очень много, особенно вот касаясь женщин, девушек, которые болеют таким данным болезнью, как у меня, якобы это реклама. Что это реклама? Это чушь. То, что вы так говорите, ну, есть видео. Такого не может быть, просто никто не Как и верит. есть видеоролики, где я вешу 59 килограмм на коляске. Вы посмотрите на мои ноги, вы посмотрите, я там падаю, не могу ходить. Это во-первых. Во-вторых,
моя жена Роза, которая 8 месяцев была со мной рядом, вот, вы думаете, что она обманывает, я обманываю вас. Сосед, который мой видел, который меня возил в Польшу на моей машине, это все по-вашему получается вранье. Врачи, которые ставили диагноз, Да, да? врачи, которые поставили диагноз, это тоже всё вранье получается. Я не знаю, как вы на это смотрите. Я вам всем желаю здоровья и Но самое такое негативное, то, что повезло по своей доброте и желанию помочь остальным. У него такое желание было: ох, я вылечился, я сейчас всему миру докажу и покажу, что это можно лечить. И результат фактически оставлял телефоны под фильмами, все, и столько негатива получалось, столько гадости ему говорили, что это реклама, что ты козел, что ты там это все подделка, такого не бывает, никто не вылечился, ты вот, это нереально, и все такое. И обзывали, и посылали, и все такое. Но это, ну, понятно, что люди с таким же заболеванием, с похожими заболеваниями, они психически уже не выдерживают, но это не означает, что они должны оскорблять тех, кто поверили и вылечились, понимаете? Я никого не агитирую, я никому не предлагаю. Я, как видите, вот 10 лет прошло, и не рекламируюсь. Я только пустил ролики о том, что это лечится. А каждый человек пускай выбирает сам. А гарантии пускай человек сам у себя берет. Потому что то, что с ним происходит, это карма. Это карма. Все думают, что слово карма – это то, что где-то там кто-то с неба дает какие-то проблемы. Нет, это то, что человек делает сам. И те оскорбления, которые я там слышал за свою жизнь, Файзула вот слышал за свои добрые дела, что передает информацию о том, что это излечимо. Вот, это та же самая карма. То есть человек в любом случае, как Пезула, делает свое доброе дело, показывает, а вы можете решать, это правильно, неправильно, подходит вам, не подходит, но оскорблять его, от меня, нет смысла. Я за свою жизнь наслушался много. И скажу вам так, те, кто оскорбляют, они никогда не выздоровеют, потому что им реально то, что они имеют эту проблему, это проблема связана с тем, что люди неадекватно себя ведут. Вот. Потом телефоны, которые ты оставлял, попросил все везде снять, исключить, никому не давать. И даже сейчас люди звонят, просят: дай телефон. Я говорю: я не имею таких полномочий и не буду давать. Хотите — едьте, не хотите — не едьте. это Это ваша жизнь. Тебя никто не агитировал, ты ни у кого не спрашивал. Ты позвонил мне, я сказал: могу, потому что в моей практике были еще хуже заболевания. Все, а это мелочь по сравнению с тем, что у меня было. Поэтому рассеянный склероз, Паркинсон, миопатии, э, рак, чего мы только не лечили. В каком состоянии мы только не брали. Мы брали в том, в котором ни одна клиника не возьмет. На сегодняшний день мы уже не берем таких пациентов, мы уже немножко выбираем, потому что люди, которые приезжают в тяжелейшем состоянии, на это нужно месяцы, годы, а все приезжают с надеждой, что вот через неделю побегут. Я привожу пример реальный, что человек за 37 дней встал на ноги, поехал на своей машине, когда он не мог пошевелить даже пальцем ни одним на ногах, даже ни ногой ничем не мог пошевелить. Это пример его выздоровления. А сколько каждому нужно, может, несколько лет. Не знаю. И гарантий никто не давал, давать в медицине не будет. Вот такая вот история. Так что, Файзула, поздравляю тебя.
с твоим юбилеем. Благодарю. Вот. Поэтому есть родители, которые тебя родили на свет. Есть еще, может, я и команда, которые тебе дали вторую жизнь. И методика, которую, я думаю, что дали для того, чтобы помогать людям. Тем, которые хотят быть здоровыми. Слава Богу, все работает. Как вы видите в этом ролике, я даже никого не приглашаю на лечение. Вот промелькнула только у Файзулы мысль того, что вот приезжайте туда-сюда. А на самом деле это дело каждого. Вы сами выбираете свою жизнь. Я считаю из своей практики, я не видел неизлечимых заболеваний. Все лечится. Но я видел очень много людей, которые не хотят лечиться. Это совсем другое. То есть неизлечимость болезни– это состояние человека. Он смирился с тем, что она неизлечимая, эта болезнь. Вот и все. А с ней надо бороться. Желаю вам выздоровления, тех, кто смотрит этот фильмик. Веры, надежды, любви. И оставайтесь людьми. Не оскорбляйте других. Живите достойно. Есть люди, которые находятся еще в тяжелейшем состоянии. И они берут от жизни все, что только можно. Кто думает, что он находится в тяжелом состоянии, посмотрите фильмики с одним американцем, который не имеет ни рук, ни ног. И он живет. Он имеет жену, детей. Он счастлив каждой минутой своей жизни. Когда у вас что-то заболело, вы не думайте, что вы кому-то нужны. Вы нужны в первую очередь себе. У меня была одна пациентка, у которой фактически, если так брать, не было внутренних органов почти. Для меня до сих пор загадка, как она жила. Ей сделали в 50 лет 50 операций. У нее вместо мочевого пузыря висел мешок. Вместо прямой кишки мешок на другой ноге висел. У нее не было одной почки, у нее не было селезенки, у нее не было почти желудка, у нее не было большей половины кишечника. Ну, вы можете представить, что такое 50 операций. И она жила. Мало того, она руководила, и она создала благотворительный фонд, которым руководила, и она каждый день практически была в этом фонде и помогала другим, менее больным, чем она, потому что по сравнению с ее диагнозом это было ничего. У нее в фонде было 2000 больных, которыми она опекла, несла опеку. И для меня одно только объяснение, почему она жила на этом свете, учитывая ее проблемы со здоровьем. Это то, что она жила не для себя. А если бы вы увидели ее мужа, который ее реально любил, вы бы позавидовали. Вот так вот иногда случается в жизни.
вы считаете себя самыми несчастными на свете. А может, вы самые счастливые? Можете быть, если этого захотите. Ключ заключается в том, он заключается в 3 словах. Вера, надежда, любовь. Конечно же, не лень, а действие. Если вы будете хотеть, делать, то все в жизни произойдет, несмотря ни на какие проблемы. Чудеса случаются. И вот то, что человек сидит здесь, это одно из чудес. Возможно, так должно было быть. Может, что-то ему суждено в жизни сделать. Может, он что-то уже делает, а может, что-то сделал, только не заметил в жизни. За что ему дали по голове и погладили. В жизни всякое бывает. У самых известных, самых счастливых людей не бывает так, чтобы было все только хорошо. У всех всегда есть какие-то проблемы. Но если с этих проблем выходить достойно, то с них можно выйти. Если человек впадает в депрессию и начинает проклинать всех, проклятия же возвращаются. Вот такая вот история. У нас радостная, потому что жизнь продолжается. Всего хорошего вам. Здоровья, счастья, милости, успехов, надежды и выздоровления. И исполнения ваших всех позитивных желаний. До свидания. До свидания. Николай? Как? Так, Вот. пожалуйста. Раздевайся. О, Александр Владимирович, вам не холодно? нет. Не надо мне, нет, не надо. Не дрожит, никто не дрожит. Это холодные, мы теплые. Так, сколько минус? 37 было, так не знаю. 33 сейчас. А кажется, как будто плюс 10 наверное. Не падает. Здравствуйте. Сегодня в гостях у меня мой один из пациентов, которые я горжусь, и мне есть, можно сказать, что показать в своей жизни. И это человек, который приезжал ко мне 5 лет назад с болезнью абсолютно неизлечимой, в состоянии, можно сказать, самым тяжелым и на последней стадии заболевания, когда он был фактически прикован к инвалидной коляске. Зовут его Пайзула. Вот. И заболевание у него было миопатия. Такого результата, которого мы добились с ним вместе, я думаю, что, может, даже трудно будет повторить, но к этому стремиться нужно. Он не мог даже стоять на ногах, он был полностью парализован. И если смотреть на ту ситуацию, сколько тебе давали жить?
ну, в 2013 году, это было 7-8 месяц, ну, то есть до Нового года максимум. Максимально давали там 4 месяца каких-то 2 жить. месяца, Два- да. 2 В месяца Москве, жить, да? да, 2 месяца. Но врачи, профессора вот сказали, что пару месяцев и все, да? Ну да, пару месяцев. Ну, Да. естественно, они не хотели говорить, потому что я Москва, Ростов, а под Ростов опять в Москву. Ну, ясно. Я говорю, ну, нужно знать, потому что туда-сюда ездить мне нелегко. Ну, и что, в машине. что делать? Какая надежда, да? Да, что-то может... Нет, но на сегодняшний день сказали, что не существует ничего, то есть с такими болезнями нет... Ничего не существует. Нет. Есть какие-то Вот. лекарства, которые Поэтому на разработке, которые в будущем будут... может То есть быть, лечить, да. И я Вот, даже интересовался про Израиль, они сказали навряд ли, потому что у них есть связи постоянные, то, что ну, появляется кто-то новое. что-то делает. Да, они узнают первыми, это получается, Россия. Вот. И вот, там была одна девушка, я помню, как сегодня это все, которой ей было обидно, но я сказал, что я отсюда никуда не пойду, если вы не скажете, что меня ждет в дальнейшем. Она сказала, да, месяца 2 максимум, потому что очень, ну, Очень быстро развивалась. очень Мгм. быстро, и я просто высыхал на глазах. Мгм. Я, который весил 87 килограмм, я в течение нескольких месяцев, я уже последний вес мой был в Москве 49 килограмм. Да, ты Да. приехала совсем худой, ноги Худой, были как 49 килограмм, одни да. кости фактически, там даже мышц не было, Даже- чтобы теоретически даже стоять Даже в то люди время. с такими же болезнями, практически, которые смотрят мои видеоролики, которые мне звонят, я просто удивляюсь, они говорят, а это точно вы? А мы не верим. Да. А это не так. А как это так? Как можно сауной, холодной водой, то есть Массажами, да? повысить иммунитет и так Да. далее? Я говорю, ну как так? Ну, это надо увидеть, чем 100 раз услышал, лучше, наверное, 1 раз Да, увидеть. да. Вот комплексное лечение, оно позволяет. И я скажу, как проходило его лечение. Я говорю, я был в шоке даже сам, и весь мой персонал, и я думаю, что Пайзула то же самое. Расскажу, как это было. Он на 7-й день после нашей интенсивной терапии встал на ноги, поддерживаясь руками. Он стоял, держали его ноги. До этого он не мог вообще даже пальцами пошевелить на ногах. Вот. На 20-й день он сделал первые шаги, тоже держась за инвалидную коляску, свою же инвалидную Да. коляску сзади, стоял и держался и сделал первые шаги. На 30-й день он делал 5 шагов без поддержки, но падал. И на 37-й день он уехал за рулем своей машины. На 10-й день он отправил водителя своего, который привез на его машине, самолетом обратно и сказал, пока я не уеду сам, я отсюда не уеду. Ну и на 37-й день ты уехал 3400 километров, да? Да, сел за руль Сел сам. за руль поехал, сам, да. один, без никого, уехал к себе в Махачкалу из Польши. Вот, и доехал нормально все. Да, все нормально. И приехал обратно один на машине. И приехал Через обратно. несколько месяцев. Да. Да. Вот, на 2-й курс приехал. Вот, поэтому я, честно говоря, сам, когда я рассказываю эти моменты, как это происходило, сам с трудом верю, а те люди, которые смотрят мои фильмы, которые смотрят мои комментарии, когда я даю информацию о том, что вот миопатия, там рассеянный склероз, они лечатся достаточно легко, никто не верит, потому что все думают, что это вот наиграно, все это неправда, хотя я давал многим и телефон твой, и есть медицинская документация, есть врачи, есть соседи, есть много свидетелей того, что это правда. И тут никто не может обвинить, что это какой-то монтаж или какой-то неизвестно, кто чего тут неправду говорит. Это все правда, но как это достигается, как это делается? Простыми, доступными, можно сказать, методами, народными. И это очень легко и просто. А на самом деле люди не верят и не хотят верить. Вот сколько тебе людей звонило, я давал телефон. Никто фактически не верит в то, что Ну, ты приблизительно, вылечился. человек, наверное, 15-18, это так. Звонила, а Звонила, десяток да. приезжало, насколько я знаю. Даже увидеть Да, тебя приезжали, да. приезжали, Да, приезжали. посмотреть на тебя, правда это или нет. Но опять-таки проблема в чем? Проблема в том, что они приезжали на один курс. Нужно, чтобы стать на ноги, пройти несколько каких-то Да. курсов. Если у меня было все так очень большая скорость,
то есть я быстро перестал ходить. И также быстро я стал на ноги. А кто болеет годами, думаю, к сожалению, ему нужны те же годы, чтобы вернуть его же тоже состояние. Может быстрее, но Может быстрее, да. не за 37 дней. Да, потому что организм нужно Да. быстрее немножко восстановить. Да. У тебя одна картина, у другого другая, но теоретически это все возможно. И вот после первого курса ты смог фактически ходить. После второго курса ты уже уверенно это делал. А потом дома трудился, и мы даже делали фильм, ты высылал, как ты бегаешь на беговой дорожке. После второго курса ты еще не бегал, а где-то через год, после того, как дома поработал, стал бегать. И вот мы покажем, как ты бегаешь. У меня есть хорошие результаты. Последние есть. Я хочу показать ему то, что еще лучше стало. То, что я могу бегать. Вот так вот. Ну, сегодня уже мы не виделись 5 лет. Я вижу, что он шокирован, как мы встретились вообще, как он меня встретил, как я хожу, все. У меня стабильный, Ходишь стабильный и вес у живешь. меня, да, Без оглядки того, что у тебя да, есть любимая жена, любимая дочка. О чем ты в тот момент, когда ты приехал, ты вообще не мечтал. Да. И не надеялся, что такое будет, правильно? к сожалению, да. Да. Поэтому я говорю, вот это все существует. И когда я вчера смотрел программу центрального телевидения российского и показывали пациента, которого лечат американские ученые, российские ученые, разрабатывают какие-то методики, чтобы поставить человека на ноги. И в том виде, в котором показывали его, это не та ситуация, в которой находится сейчас Файзулла после 5 лет лечения. Он после года уже бегал, а там человек с трудом с помощью кого-то передвигается. При всей, можно сказать, всех возможностях науки и техники американской и российской, люди не могут поставить так на ноги, как ставим мы, и это уже проверенная методика. Но почему-то нашу методику никто не принимает, не использует, не рекламирует нигде, никому это не нужно. А вот те разработки, на которые, возможно, потратили, может, даже миллионы, а может, даже и больше долларов, показывают, что что-то, какой-то там результат есть. А здесь вот результат. Вот он стоит, вот он бегает, вот он ходит, живет, когда не давали ни малейшей надежды даже на жизнь. Вот. Поэтому кто-то может верить, кто-то не верить, кто-то думает, что это мы тут встали и смонтировали. Есть предыдущие фильмы, есть история болезни, есть врачи, есть свидетели. Расследуйте, да? Расследуйте, кто не верит. Не отпускайте руки. Да. Поэтому я считаю, что все в жизни возможно. Есть тяжелые заболевания, вот, рассеянный склероз, Паркинсона, есть миопатия. Даже миопатия Дюшена в наших условиях есть у меня дети, которые лечатся. Ну, и результаты фантастические. Но это же надо верить. Это надо хотеть, это делать надо, а не опускать руки и ждать чего? Ну, того, что сказал кто-то, что это невозможно. Пробуйте. Не, ну это понятно, да, приходят пациенты, то есть
когда человек лежит, он хочет, чтобы все оно так заработало. Нет, надеяться на этого человека, этот человек вам дает силу, энергию, поднимает иммунитет, что вы сами начинали бороться со своими болезнями. Если с такими мыслями ездить в эту клинику, то есть лучше вообще не ездить. Ну, правильно, если люди приезжают и потеряйте думают, что он время, будет потеряйте деньги, лежать в кровати, его будут гладить. Да, потеряйте время, потеряйте деньги, если смысла. Надо ехать И и... веру, конечно, Да. в конце концов потерять, да, что нет, это не так, да, это будет Да. не так. Вот, поэтому надо работать и верить, работать. Ну, и это не происходит за один день. Вот, тебе понадобилось 2 курса вот, по 37 дней. Хотя я считаю, что нужно было намного больше. И до сегодняшнего дня, вот я смотрел твое состояние, вот как ты остановил, можно сказать, свою терапию на том этапе, когда после 2-го курса у тебя стопы не совсем еще поднимались, ты бегаешь, ты все делаешь, но со стопами еще надо работать, чтобы они восстановились так, как они у всех ну, здоровых людей. Это тоже возможно, только это опять же нужно делать. Это надо еще приехать, поработать. Вот. И думаю, что вот еще курс тебе еще нужен, чтобы восстановить дальше уже, можно сказать, на 100% твое состояние здоровья. Правильно, нет? Меня зовут Пайзула, я из Дагестана, город Махачкала. Моя болезнь диспиновая миопатия. То есть болезнь поставили, точнее диагноз в России, в Ростове. Для убеждения мы поехали в Москву. В Москве уточнен диагноз в 2 клиниках, которые не лечатся на территории России. Мы решили попробовать Израиль. Это который клиника считается лучшей, один из мира. Так, там ответили тем же, что болезнь неизлечима. То есть в течение 2,5 месяца я уже не мог ходить. И не только ходить, и начали слабеть руки. И случайно в интернете я нашел человека, то есть какие видеоролики, где можно вылечить такую болезнь. Сегодня нахожусь в Польше, город Свободицы, у Александра Горецкого. У меня сегодня 12 сеансов, то есть на 8-й сеанс я мог встать на ноги. Не ходить, а встать на ноги. Это большой шаг для меня, что я очень благодарю этого человека, что дает людям вторую жизнь, скажем так. Я здесь не один, здесь со всего мира люди, которые побывали и в Китае, и в Мексике, и с Америки. Все довольны. Процесс идет хорошо. Что еще 2 недели я должен бегать. То есть ходить не могу, стоят уверенно сидеть. Можешь на секунду отпустить руки, нет? Могу правую. Когда ты так мог стоять? На 8-й день.
А раньше, когда ты... Почему стоит? Сколько времени, как ты уже так не стоял? Я уже последние... До вас последние недели 3 уже на верной коляске. Что не только стать, что я уже... У меня слабели руки. Сейчас руки уже укрепли или еще? Руки, если начинают руки функции, которые, то есть чувствуют какую-то силу, энергию в себе. Уже чувствуешь, да? Я помню, что я могу стоять. Вот ты сейчас стоишь и достаточно долго. Этого ты делать вообще уже не мог, фактически Нет. 3 недели до приезда ко мне, да? Да, там не могу. И стал за 8 дней. Да. Ну, как ты можешь двигаться? Могу так делать. Можешь. Могу, да, шевелиться. Ну так. Понимаешь, я могу стоять. Ну, доволен, да? Очень. Молодец. Сегодня 22 день. У меня есть хорошие результаты. Я могу показать им попозже вам. Сейчас я еще расскажу. Эта болезнь является, которая сегодня неизлечима. То есть Александр Горецкий лечит болезни, которые лечатся не только на территории России, и на территории, можно сказать, что даже в мире. Эти лечения проходят не наркотические средства, это народное лечение, это не уколы, это не лекарства. Он лечит народными средствами, что на 7-й день я мог просто встать, не ходить, но мог встать. Это было для меня большим шагом, что я мог на 7-й день встать. Сегодня 22 день, и я могу не только встать, могу ходить. Ну, то есть с помощью, скажем, человека или инвалидной коляской. Но я могу ходить, могу показать. Могу вперед, могу и назад. Вот так вот. На какой день ты смог уже так 22 ходить? день. На 20-й день ты уже мог фактически Да, так ну, ходить. сегодня я уже могу с уверенностью встать. Ну, скажем так. Ноги еще, конечно, слабые, да? Ну, не слабый, да. Ноги слабые, мышцы уже немножко были Ну, атрофированы. да, потому что Постой. каким он был, когда я приехал сюда, Вот мне они нужно было бы 2 человека, очень что худые. мне помогало. Да. Мышцы. Сегодня Немножко. я сам в состоянии встать. Вот так вот. Ноги устают, когда сейчас ходишь или нет? Ну так, значительно. Можешь так вот стоять, Да, ходить ну, можешь, да? Конечно, да, могу сказать. Первый день, когда ты пробовал становиться и ходить, тяжело было или тоже Первый как? день не тяжело было, первый день. На 20-й день, когда ты стал? На 20-й или на первый? Не, на 20-й день, когда ты пошел, вот, тяжело было еще ходить, да? Ну, потому что на 18 дней я пробовал, я могу делать пару шагов, но не мог ходить. Ну, на 22 день попробовал,
вроде получается. Я думаю, что это не сложно. Потому что я легко передвигаю. Могу даже вот одну руку передвигаться. Вот. Ну, осторожно. Да, чуть тяжело, но можно. Даже на одну руку можешь Да, опираться, да? можно. То есть могу взять человека за руку, одной рукой, Ты уже можешь и идти, да? не могуете. Но это только 22 день. Время еще есть. У тебя еще неделя, правильно? Да. Ну что ж. Доволен? Очень. Вот так вот. Ну, попробуй. Вот равновесие ты сам держишь Без нее. без коляски. Насколько ты можешь вот оторваться и просто постоять? Сейчас попробуем. Может, ближе немножко встань. Так, сложно, ну конечно. Ну, Не как раньше, даже скажем, на самом деле, мне нужно было держаться двумя руками. сейчас немножко придерживаюсь. Да, а сейчас... Равновесие ты сейчас не можешь держать из-за слабости в ногах или просто из-за того, что в ногах, позвоночнике или вестибулярный аппарат? Что мешает? Наверное, скорее всего, позвоночник. Потому что сложно ее балансировать. Ну, скорее всего, позвоночник. Что, позвоночник еще мешает? Да? Приезжая сразу первый день, у меня вообще не держал. Я могу упасть его то направо, то налево. Падал, да, раньше? Ну, скажем, потому что он нет у меня. На коляске даже не мог сидеть, да? Не, на кресле не мог. Ну, так встать, да, вот, чтобы одну руку дать, скажем, что двоими руками я не мог держаться. Потому что двоими руками мог держаться только на становится. Угу. Ясно. Ну что, молодец. Меня зовут Пайзула. Я из Дагестана, город Махачкала. У меня болезнь дисминовая миопатия. Болезнь поставили в России, то есть диагноз. Это такая болезнь, что приводит к гибели месячные клетки. Это происходит довольно с большой скоростью. Что за 2,5 месяца я оказался на инвалидной коляске. Также я был еще в 2 клиниках и в Москве, и в Ростове. Диагноз подтверждали также, что болезнь неизлечима. То есть лекарства на разработке, но в течение 5-10 лет пока не будет. Попробовал, то есть позвонили в Израиль, там сказали, так что болезнь не лечится. И не за границей, но абсолютно нигде. То есть ее можно поддерживать каким-то лекарством, но я этого не пробовал. И что похудел на 20 килограмм в течение первого месяца. То есть не сразу худел каждым днем по чуть-чуть. Чтобы, в общем, получилось месяц-полтора я потерял около 18 килограмм. Но я случайно нашел в интернете Европейскую академию Александра Горецкого, где проводят лечение народными средствами. Сегодня я здесь,
То есть сегодня 37-й день. Я сюда приехал. Я здесь с октября, 7 октября. Ну, что я получил? За 7 дней, за 7 курсов я мог встать на ноги. На 15-16 день я сделал первые шаги. Это был очень хорошим результатом для меня. Сегодня 37-й день. Сегодня я могу и на костылях, и на коляске, могу самостоятельно встать, ходить. То я могу и упасть, но могу встать и дальше пойти. Это всего лишь только 37 дней. Я думаю, что дальше с каждым днем улучшается. Что? Ну, то есть Александр Сон делает то, что в мире еще не лечится. Есть провод лечения, то, что здесь люди с разных стран мира, которые тоже довольны. У всех улучшений. Здесь я поправился. Ну, немного, на килограмм 4, может быть и на 5. Ну, начинается сейчас дальше улучшение. Энергия чувствую. Могу показать сегодня. У меня есть видеоролики, где я могу встать и могу сделать какой-то шаг. Но сейчас я могу показать, как я могу ходить. Могу встать, да, Александр? Особенно так нелегко, но, как сами видите, я сюда приехал. Меня сюда приглашили. Мне нужно были 2 человека, чтобы передвигался. Сегодня нет. Сегодня я могу сам самостоятельно ходить. Я еще раз говорю, много людей, которые лечатся, проводят лечение. Болезни, которые Александр Галецкий занимается, такими неизлечимых. Он делает то, что не может сделать не вся Россия, а весь мир. Результаты все довольны, и я очень, что он дает людям вторую жизнь, можно сказать так. Академия регенеративной медицины обрела мировую славу благодаря своим методам исцеления практически ото всех заболеваний. Это единственное место в мире, где используют авторские методы детоксикации организма и укрепления иммунитета, способные творить чудеса при комплексном оздоровлении всего организма. Холистические натуральные методы оздоровления омолаживают, восстанавливают резервные возможности организма человека и даже могут излечивать тяжелые, хронические, неизлечимые и генетические заболевания. Использование одновременно около 50 натуральных методов регенеративной медицины, в том числе очищение кишечника, печени, организма от паразитов, очистки лимфатической системы и стимулирования иммунной системы на борьбу с заболеваниями, позволяет нам подарить людям вторую жизнь.